Замена цепи ГРМ и шатунных вкладышей на 800-м гусе с разбором двигателя. Сразу скажу, сложного ничего нет. И ценник на круг получается очень гуманный, при том, что все запчасти только оригинал. Все разблюдовки по ценам и запчастям в конце ролика. Предыстория. Мотору 150 тысяч, и где-то после 100 он начал немного подъедать масло, причем только на оборотах больше 5500. Подъедал прилично, около литра на 1000. И, разумеется, пока я это выяснял, я успел несколько раз сильно так его покормить. Итак, полез проверять зазоры клапанов и обнаружил, что цепь ГРМ вытянулась. Да так, что она нехило так провисает между распредами при вращении мотора, а получить проскальзывание цепи мне почему-то не хотелось. Хотя, конечно, в таком случае видео было бы куда обширнее и познавательнее. Начну снизу, там я еще не был. Открутить поддон. Штатные упоры для съема там есть, но ими нифига не удобно пользоваться, посему шпильку в дырку для защиты поддона и, упираясь в нее, отковырять поддон. Под ним отражатель или успокоитель, кому как нравится. Открутить его, он на 3 болтах. Немного выгнув, вынуть. Отражатель алюминиевый, он же прокладка поддона. Рельефный бортик играет роль уплотнителя. На старом он, естественно, сплющен, а на новом вполне ощутим. Под ним обнаруживается плескающееся масло, посему перевернуть мотор и слить его. Крышку картера также долой. Мотор условно относится по типу с сухим картером. Условно, потому что картер-то у него сухой, но работать в любом положении, как на самолете, мотор не может. Маслозаборник зафиксирован жестко, наддува масляного бака нет. Так что долго валить свечки на заднем не стоит, ему это не понравится. А учитывая, что у мотора отсутствует датчик давления масла как класс, хотя разъем на проводке и место на блоке под него есть, то держатель рогов еще и не узнает о том, что в системе масло закончилось от слова совсем. Тем не менее, маслонасосов в моторе 2, один откачивающий из картера, второй настоящий. Перепускной клапан долой. Протереть и в подписанный пакетик его, в коробочку для лишних деталей. Сойдет небольшая, деталей в этом двигателе немного будет. Болтики поддона и картера также опакетировать и подписать. Прокладка картера прикипела хорошо и стала ломкой, но скальпелем снимается нормально. Образовательно. Если смотреть на блок, справа масляный канал настоящего насоса, слева отсасывающего. Отложений в картере в общем-то нет, рыжие налеты только, но он легко смывается тряпкой. Все же в картере нет нормальной циркуляции масла и налет смывать нечему. Открутить крышку сцепления и маслозаливную пробку. Пошатывая, снять. Тягу сцепления надо куда-то повернуть, чтобы она вышла из зацепления со штоком сцепления. Внутри такая же рожена, легко снимаемая тряпкой. Прокладку также удалять с помощью скальпеля. Этой прокладки всего 70 тысяч, я на 80 по глупости поменял сцепление, хотя надо было просто ослабить тросик. Запаса фрикционов там еще было достаточно. А вот и первая приятность. На блоке написано, что он не только BMW, но и сделан в Австрии. Что ж, хорошо, что не в чайне. А подозрения на глобализм головного мозга были. Осторожно, к крышке могла прилипнуть шайба штока КПП. Забрать ее и вернуть на шток. Впрочем, сам шток можно уже удалить, он никак не держится. Геннадий Электристович. Отболтировать, опакетировать, подписать. Убирая штатный зацеп, оторвать крышку от прокладки и пошатывая попытаться ее снять, а она всеми своими магнитами статора будет магнититься к маховику и всячески сопротивляться. Ось одной из шестеренных редуктора может остаться в крышке. Да в принципе и снять сразу эти шестеренки редуктора. Перепутать их невозможно, так что не паримся. Запомни только, где стоит шайба. Голова. Крышку клапанной долой. А вот и причина разборки мотора. При повороте колена, когда клапана пытаются провернуть распред дальше, чем надо, цепь провисает, и натяжитель уже не способен с этим справиться, и к зубам она также прилегает неплотно. Перед снятием распредов неплохо проверить текущие зазоры клапанов. И полезно, и при сборке пригодится. Но регулировать их пока нет смысла. Как стоит колено, в целом не важно, но традиционно при разборе механизма ГРМ лучше его держать в ВМТ. На распредах и на цепи желательно поставить метки, как стояла цепь, это упростит сборку. Состояние успокоителя и ползуна цепи сразу проверить, если надо, заменить. Итак, ползун, крышку постель распредвалов, сами распреды долой. Обратите внимание, как легко снялась цепь с распредов. Нормальную цепь так снять невозможно. Цепь примотать, так чтобы она не проваливалась в блок и не скакала по звезде на колени. Проверить износ кулачков. Заткнуть все масляные каналы и только затем удалить регулировочные полусферы. Нет смысла заниматься выковыриванием их из потрохов мотора. Проще всего снимать полусферы магнитом или линейкой с прикрепленным магнитом. Для хранения очень рекомендую сделать дощечку-помогатор с магнитами для шайб, описанием требуемых зазоров, положением меток и местом для записи текущего положения дел. Ссылка на мой вариант на экране и в описании. Очень удобно оказалось. И шайбы никуда не сдриснут при неосторожном движении руки. Снять ведущую шестеренку. Она отлично фиксируется штатным ключом для болгарки, подходит как Special Tool. Трубки теплообменника. Хомуты на втором конце обычные зажимные. Перепутать трубки невозможно, но подписать стоит, для удобства.
Стартер. Два болта сзади. Расшатать высокотехнологичным съемником типа монтировка. И тут я увидел, что в видеосъеме мотора закадровый говорун назвездел. Стартер, оказывается, можно снять, когда мотор на опрокидывателе стоит. Вот и как после этого верить этим специалистам из Т-труба? Везде одни рукожопы. А под стартером обнаруживаются болты половинок картера. Пора ополовинить мотор. Болтов там много и разных, как по длине, так и по диаметру. Собирать обратно строго по манулу. Перепутать, как два набора в фаланку вложить. Теперь вниз. Вынуть ось балансированного шатуна. Несмотря на подозрительный пластиковый цвет, она стальная. Можно или магнитом, или шпильку-шестерку в нее загрузить, в ней есть резьба. Манул рекомендует именно шпилькой. Оставшиеся болты картера и болт, фиксирующий коленвал, если он был закручен. Болты коренных шеек. Можно половинить. Сзади постучать по оси маятника, спереди подковырнуть, расшатать и мотор разобран. Сальник выходного вала в САД. Картер на заводе собран на герметик. Часть герметика выдавила внутрь, но держится он хорошо. В сетке маслозаборника его почти не было. Люфт на балансированном шатуне ощутимый, но вкладыши явно не провернуты. На всякий случай открою и потом посмотрю. Да и вкладыши махну. Такс, коренные шейки долой, и за балансированный шатун можно приподнять колено и наконец-то заменить цепь. Старая и новая цепь выглядят совершенно одинаково, разницу в длине раскладываю их по доске. Заметить лишь немногим проще, чем проголосовать за Алешку юродивого на выборах царя. Ну да и КТМ с ними. Переношу метки со старой на новую и ставлю обратно. Состояние верхних коренных вкладышей можно не смотреть, оно и по нижним прекрасно понятно. Так что масло туда плюхнуть и поставить колено назад, если все в норме. Воткнуть обратно коренные шейки, болты, разумеется, новые. Ритуал искупать болт резьбой, шляпкой и провести помазание места прилегания строго по фашистскому писанию. И затянуть как велено. На всякий случай проверить, вращается ли колено. Без ГРМ оно должно вращаться довольно легко. Таким образом можно проверить, не перепутаны ли шейки коленвала и той ли стороной стоят. Теперь вкусное. Балансирный шатун. Момент там огромен, как колесо карьерного БелАЗа, почему рычаг побольше. И внутри вкладыши в отличном состоянии. Видно риска и вытертость, но прихватов нет. А люфт? Он просто люфт. Такова геометрия этого шатуна. Интересные следы на наружной стороне вкладыши и шатуне. Но я их никак объяснить не могу. Вкладыши не проворачивало, замки ведь на месте. Разве что немчу еще на заводе спалили мотор и заменили вкладыши. Отличие нового и старого вкладыша. Я бы сказал, что ничего критичного и требующего замены вкладышей нет. Но раз уж снято, естественно ставить новые. Вот за что люблю ломаные шейки. Их перепутать способен только истинный механик в 15-м поколении, который все делает исключительно по технологиям, как завещал великий прадед. Тот, который лично у Отто Николаевича сортир чистил. Еще любопытны болты этого шатуна. Мало того, что головка 12-гранная, так еще и какие-то канавки по телу болта. И, кстати, вытягивают эти болты очень сильно. А стоят они, тьфу, всего 10 евро за штуку. Что ж, приболтить его обратно. Проверка люфта и ничего не изменилось. Люфт какой был, такой и остался. Износа на шейке коленвала, разумеется, тоже нет. Очистка половинок картера от старого герметика. Процесс очень медитативный, занимает часа полтора, а если с ускорителями сознания, то и несколько дней. Для него потребуется пара скальпелей, один с тонким острым концом и плоским лезвием, второй с плавно загнутым лезвием. Желательно еще и третий с обратным загибом, им очень удобно очищать отверстия. Очистить тщательно, ибо половинки картера являются еще и коренными шейками, а там дополнительный зазор от старого герметика не способствует выработке дофамина двигателем. Операцию, разумеется, проводить на обоих половинках картера. Особенно тщательно очистить герметик около масляного канала в верхней половине картера и в канавке для избыточного герметика рядом с ним. В мануале про это написано внимательными буквами. Перед нанесением герметика обязательно проверить, что шток КПП с шестеренками по-прежнему в нейтральном положении. Герметик BMW рекомендует совершенно конкретный и, естественно, оригинальный. Карту нанесения срисовываем с РСД, а так как она ни разу не простая и с более чем четкими указаниями, где должен проходить валик герметик, какой толщины и к какому краю прижиматься, то сначала стоит нарисовать ее маркером сразу в правильных местах. Не, можно понадеяться на память при нанесении, но если забыть в каком-то месте нанести, то придется жить с постоянно подтекающим маслом и угаженным мотором. Даже если этого будет не видно, то само знание будет давить на совесть, и в конце концов придется признать, что мотор собирался по снипу Покер 2020. Единственное отступление от рекомендаций, там где указано наносить по центру, можно наносить по внешнему краю, а в случае с болтами ближе к резьбе. Уплотнения хватит и так, зато лишний герметик выдавит наружу мотора, а не внутрь. И это вроде было правильное решение, за год эксплуатации никаких потеков или запотеваний. Герметик через минимальную дырку в дозаторе идет очень неохотно. Посему был применен очередной оригинальный тул под названием силовые пассатижи, и дело сразу пошло веселее. Если с герметиком переборщить или использовать неверный, может получиться и глупо, и смешно, и дорого.
Вот только смешно будет не вам. Далее все делать быстро. Все болты уже должны быть вымыты и разложены, все моменты и порядок затяжек выписаны. Баночка с маслом для смазки болтов и шляпок приготовлена. Смазка болтов и шляпок прописана в РСД, тут я ничего не изобретал. Ибо прекрасно знаком с трещинами в блоке вокруг болтов, если перед закручиванием их из колодцев не было удалено масло. Стоит ли говорить, что такой блок потом будут ждать только в металлоприемке? Но зато с радостью. Порядок наживления, притягивания и затягивания также подробно расписан в РСД. Для закручивания болтов коренных шеек со стороны маховика подойдет только голова на 3/8 с таким же удлинителем. Четверть не годится по усилию, а 1/2 не лезет по размеру. Небольшая отсебятина. Так как такие большие детали имеют свойство осаживаться постепенно, я делаю несколько протяжек с постепенным увеличением момента. И финальный протяг страгиваю болты на чуть-чуть, лишь бы нарушить трение покоя и убедиться, что момент затяжки соответствующий. Хотя в мануале для данной операции такого и не указан. Надо ли это делать и как при этом не сорвать резьбу, каждый решает сам. Уф, дольки апельсина опять вместе. Осталось натянуть на них кожуру. Установка сальника ведущего вала. Вычистить отверстие, особенно от выдавленного герметика. Вал обернуть пленкой, чтобы не повредить сальник. Канавку внутри сальника заполнить смазкой. Не помню, необходимо ли это по мануалу, но хуже не будет. Пленку тоже смазать. Вкорчевать сальник. Ах хрен, слишком много пленки, не лезет. Пусть тогда будет пакетик для веществ, он потоньше. Сальник сел на вал, осталось заколошматить бабушку. А для этого есть высокотехнологичная приспособа от компании Колхоз Инк, доска с дыркой и прибор для проверки рефлексов колена. Вроде сел ровно, можно дальше ошкуривать апельсинку. Можно и ведущую звезду сразу обратно приклепать. Крышка сцепления. Очистить поверхность, осмотреть сцепление на предмет износа. Герметик, что выдавило, стоит срезать и удалить. Нечего ему там жить. До установки крышки сцепления стоит заменить планку натяжителя цепи. Снимать крышку и покупать новую прокладку за 1,5 рубля ради замены натяжителя за 750 рублей будет как-то странно. Вставить шток КПП и надеть на него шайбу. Спозиционировать шток сцепления, прокладку и крышку. Но в крышке предварительно удалить сальник штока КПП. Стоит он сугубо ничего, но без съемок крышки менять его гораздо сложнее. Дергая затягу сцепа, ввести ее в зацепление со штоком. И прикрутить крышку в порядке, указанном в РСД. Он там тоже не как енот на душу кладет. Тяну также через промежуточный момент. Воткнуть в пробку маслозаливную и сальник штока КПП. Также натолкав канавку смазки, надев пакет на голову штоку. Запрессовывается опять доской с подходящей дырки, а затем завивается вглубь подходящей головкой. Распреды и ГРМ. Вернуть на места заключения регулировочные полусферы. Чтобы полусферы не сбегали, они и рокеры должны быть в масле. А на случай побега все масляные каналы заткнуты яркими тряпками. Очень желательно не забыть тряпки удалить перед установкой распредов, иначе мотору будет грозить инсульт. На впускном распреде заменить вентиляционный клапан картерных газов. Но при установке быть внимательным, у него нет упора сзади. И если вставить его глубоко, то толку от него будет примерно как разведение свиней в Белории. Отмотать цепь со страховочной проволоки, выставить распред и накинуть цепь. Мотор, естественно, стоит в МТ первого горшка и колено зафиксировано стопорным болтом. А новая цепь ни хрена не лезет на распредвалы. Чтобы дать ей больше свободы, надо вынуть успокоитель цепи. О чем в РСД, который никто не читал, ибо что тут сложного, разумеется, написано. Да и знакомая ведь операция делалась уже, правда на цепи возрастом 100 000. На новую цепь перенесены метки со старой, поэтому просто распреды ставятся по меткам. Там очень тонкая разница при смещении распреда на один зуб, и теоретически ее можно не заметить. Но с заводскими метками в любом случае сверятся. На этом месте надо обязательно проверить зазоры клапанов и отрегулировать, если потребуется. Лучше это сделать сейчас. На снятом моторе это в разы удобнее. Не забыть новые кольца на свечные колодцы и каналы подсоса выхлопа. Это два маленьких грязных берверствия по центру. Смазать шейки распреда и поставить крышку. Наживить гайки. Поставить ползун, а если на нем есть следы износа, заменить. Подтянуть и затянуть гайки, как этого велит великий манул и пророк его РСД. Успокоитель и натяжитель цепи также заменить, если есть следы износа. Точнее, натяжитель заменить надо было в любом случае, так как его можно открутить только со снятием крышки сцепления. Временно накинуть клапанную крышку на старую прокладку. Установить поршень натяжителя и затянуть. Стартер. На стартер новое уплотнительное кольцо. И смазать, чтобы было проще прессу, в смысле вставить. Шестеренку также смазать. Во-первых, это по инструкции. Во-вторых, редуктор стартера стоит в таком месте, что моторное масло туда попадает только когда мопед валяется на пляже Белого моря. И приболтить все на место. Шестеренки редуктора стартера. Смазать оси шестерни консистентной смазкой, установить на место. Крышка Геннадия Альтернатовича. Отодрать старый герметик с резинки, через которые проходят провода. Новая прокладка. Капнуть герметика на резинку. Поставить крышку. На статоре все еще магниты и не слабые. Когда пытаешься ей попасть на место, ощущение очень занятное. Все приболтить.
Порядок также в РСД. Картер. В крышке картера заменить сетку маслозаборника, пластиковый кожух и уплотнительную резинку. Они все копеечные. Сеточку поставил так же, как стояла родная, а если у нее вверх-вниз, я не понял. Защелкнуть. Вставить фиксирующий штифт оси балансированного шатуна. Перепускной масляный клапан, пружинный вверх. Прокладку картера. Ее желательно выставить поточнее, проще будет попадать болтами. Накинуть крышку. С помощью прокладки пометить те отверстия в картере, через которые она будет крепиться, чтобы в них пока не заворачивать болты. На болты картера резьбовой герметик и наживить в непомеченные отверстия. Крышка пока не прижата, ее перепускной клапан обратно выдавливает. Поставить прокладку поддона. Наживить 3 оставшиеся. Делать именно в таком порядке из-за того, что прокладка картера пытается сбежать. Ее надо поправлять. Плюс непрерывно прижимать крышку картера сложно. Болты прокладки притягивать последними. Сначала все остальные. Следить, чтобы прокладка под болты не залезла. Затянуть согласно манулу. Поддон. Наживить, затянуть. Я болты новые на него решил поставить, но просто потому, что они у меня были. Правда, и поддон у меня новый. Родной-то я пробил, когда из ресторана в подвале отеля по крутой лестнице выезжал. Да, из ресторана, да, в отеля. Ну, ночевал он там, что такого. Пробку поддона вернуть взад. Низ готов. Теперь опять к голове и проверке ГРМ. Выкрутить болт, фиксирующий коленвал в ВМТ. Обязательно еще раз проверить метки на полностью собранном механизме ГРМ. Лучше это сделать сейчас, а не после того, как попробуете завести, а поршня сыграть грустную мелодию на клапанных тарелках. Полить кулачки и цепь маслом. Хотя, чего париться, можно и прямо так масло залить. Все удобнее, чем через штатное отверстие. Ах да, проверить, что получилось, ведь надо. Включить шестую передачу и за ведущий вал прокрутить двигатель как минимум 4 оборота. Убедиться, что он крутится свободно и клапаны не гремят рюмками, побухивая с поршнями. А вот еще одна технология закручивания больших деталей. Протянуть до требуемого момента, затем каждый болт индивидуально отпустить и затянуть снова. Итого, они теперь все точно затянуты нужным моментом. Технология взята также из манула BMW, правда, совсем другого. В таких местах, как постель распредвала, перетягивать болты зачастую категорически нельзя. Распред начинает подклинивать, а так как цепь уже стоит на распредах, проверить это будет невозможно. Клапанная крышка. Прокладку свечных колодцев, прокладку клапанной крышки. На прокладке клапанной крышки на полукольце и немного в сторону нанести герметик. Тут можно и аналог использовать. У меня какой-то серый высокотемпературный от Виктора Рейнса. Герметик достаточно нанести за подлицо с канавками. Больше нет смысла. И этот немного выдавит. Смазать резинку клапан в торце распредвала. Прокладку вставить в крышку и только потом все вместе ставить на мотор. Крышку ставить осторожно и внимательно. Справа у нее ухо, которое прижимается к резиновому клапану на впускном распреде. Очень желательно не вдавить его внутрь распредвала. Болты с резинками также обязательно новые, из того же набора прокладок. И затянуть. Болт тянется в упор, так что с перетягом, как на некоторых других моторах от BMW, там проблем нет. Вернуть на поддон опорную пластину для установки мотора на мопед и снять его с опрокидывателя. Дальнейшую сборку удобнее проводить на столе. Отболтировать фаллос. Сейчас очень хорошо видно выдавленный герметик на стыке половинок, а так как нанесен он был по наружной части, он почти весь наружу и вышел. Дабы отверстия под опрокидыватель не зарастали экскрементами КАМАЗов, стоит заткнуть их болтами обыкновенными. Глубина отверстия 32-33 мм. Установить трубки теплообменника. Болты на резьбовой герметик. Уплотнительные кольца только новые. И обязательно добавить немного герметика прямо на фланец. Хоть об этом в мануле и ни слова. Без герметика с большой вероятностью потечет. Невелико удовольствие потом сидеть 2-3 часа у мопеда и ждать, пока встанет герметик, чтобы можно было ехать дальше. Проходили уже. Ставить сначала нижнюю трубку, потом верхнюю. Не, можно попробовать наоборот, но тогда придется снимать и ставить так, как я сказал. Не затягивая трубку, сначала натянуть противоположный ее конец на помпу. А лучше вообще сначала вставить ее в шланг помпы, особенно верхнюю, она как-то хуже садится. Зажать трубки хомутами. Вот и все. Осталось получить деньги и сбежать, пока хозяин не попробовал его завести. Хе, думаете, я в лучших традициях жанра забыл про обещание показать разблюдовку по запчастям и инструменту? А фиг вам, вот она. Все по ценам начала 2019 года, то есть евро, рублей по 70-75 примерно. Итого на 30 тысяч обычных денег, то есть около 500 евро без учета расходников. А если добавить в бюджет маслосъемные колпачки, поршневые кольца, коренные шатунные вкладыши, можно было бы получить полностью перебранный мотор. Это еще 500 евро. Но я же скупой рукожоп. По инструменту. Динамометрические ключи. Один под квадрат на четверть от 9 до 25 ньютон-метров и второй под квадрат 3/8 от 20 до 110 ньютон-метров. Примерно по 2,5 рубля каждый. Головка 12-гранная на 10 и 12 под маленький квадрат. Головка 12-гранная на 12 под квадрат 3/8 и средний удлинитель под 3/8. Итого еще на 6 косарей, но инструмент-то останется. В остальном необходим стандартный набор торксов и голов, без которых мотор даже снять бы не вышло. Итоги. Время на ремонт. Можно в день уложиться, но это если все запчасти купить заранее, а это сложно. Более реальные сроки – это по 2 дня на разборку-сборку и месяц на ожидание деталей. Я бы сказал, что бюджет ремонта, да даже полной переборки мотора, весьма скромен.
Полная переборка автомобильного мотора о 6 горшках выходила в штукарь евро. Правда, на машину запчасти покупались без клейма BMW. Но там производители их хотя бы продают, а на мод, увы, все только оригинал. Но то, что на мопед полная переборка также вылилась в штукарь, это очень хорошо. Если мотор не ушатан, как китайский дырчик, это вполне хорошая альтернатива покупке контрактного двигателя в рандомном состоянии. И конкурирует такая переборка разве что с покупкой контрактного мотора с пробегом до 5000. Но такие встречаются крайне редко. А стоят до 200 косарей. Все, BMW Akbar. А установка изделия на мопед в отдельном видео.